Давным-давно в далекой галактике, что-то меня не туда понесло, но действительно достаточно давно, в 2004 году, очень малоизвестная компания Capcom выпустила игру Monster Hunter, где вы в прямом смысле этого слова охотились на монстров, чтобы крафтить себе разнообразное оружие, броню и многое другое. Новые части выходили и продолжают выходить. Аналогов ей не то чтобы много. Я сходу назову только Dauntless, но это не важно. В настольном поле чего-то подобного тоже немного встречается. И тут дело не в босс-баттлерах, а в тематике. Так что если Monster Hunter вызывает в вашей душе теплые воспоминания, то я бы рекомендовал присмотреться к нашему сегодняшнему гостю. Либо перемотать до выводов в конце ролика. Всем привет, меня зовут Саша, вы смотрите Geek Media, а на столе у нас Primal Пробуждение. Настольная игра, разработанная Томасо Мододори и Альберто Паризи. Правда, если вы не знаете, кто эти ребята, я не удивлен. Primal — их вторая игра. Сама игра представляет нынче модный жанр босс-баттлер, где от 2 до 4 игроков будут наворачивать круги вокруг различные монстры с одной очень простой целью. Расчленить и вытащить оттуда все самое полезное, а не полезное не вытаскивать. Делать это можно в рамках кампании, либо в рамках ваншота, который здесь именуется экспедицией. Скажу сразу, неважно, что вы выберете, подготовка к игре будет плюс-минус одинаковой. В экспедиции у вас не будет вот этого планшета. Все. Почти все. Если выберете кампанию, то просто идете в пролог, где вам говорят, с кем вам предстоит драться, потом вам аналогично скажут, с кем предстоит драться, и так до тех пор, пока кампания не будет завершена. Если вы предпочитаете сессионки, то вам нужно определиться с монстром и его сложностью. Не стоит сразу выбирать высокий уровень сложности, вас там просто раскатает о местный ландшафт, несмотря на то, что в этих кустах можно прятаться. Итак, с монстром определились, начинаем подготовку. Планшет монстра, карты поведения, карты фаз, карта слабости, карта не слабости. В целом все. Еще вот эта вот штука, которая срабатывает в конце хода игрока. Но об этом позже. С подготовкой героев будет немного сложнее. Для пролога мы просто выбираем героев и получаем, по сути, готовый набор карт действий. Плюс спецспособность. Оружие, базовый шлем, базовую броньку и, конечно же, зелье на лечение. И можно приступать. Ах да, вы еще получаете памятку. Эта памятка двусторонняя, и в принципе на этой памятке все необходимое для игры за конкретного героя. Дальше первый игрок получает великолепный токен первого игрока и жетон агро, который будет так или иначе переходить от героя к герою, по сути задавая темп на движение босса. Я вам показал всего одну ульту, по факту у каждого героя будет еще 5, но на любой баттл вы выбираете всегда только одну. В принципе, можно приступать. Как таковой фазы босса в этой игре нет, несмотря на то, что в памятке она у нас присутствует. Но это не более чем апкип, достаточно простенький. Обычно, когда мы видим босс-баттлер, у нас есть ярко выраженная фаза босса, где он атакует, либо еще что-то сделает. Здесь не факт, что он будет атаковать. Все зависит от наличия вот таких вот страгл токенов. Если они есть в нужном количестве, босс применит свою способность. Если нет, не применит. И вот дальше начинается все самое интересное. И в это же самое время ровно это самое интересное может вызвать паралич анализа или вообще ввести в состояние беспомощности. И да, я говорю про активацию игроков. Первый раунд игры начинает владелец агротокена. И даже если он ничего не сделал, он уже может отхватить по своей мягкой тушке. Например, вот даже если сейчас мы возьмем, у нас босс смотрит всегда на наших героев. И владелец токена, начиная свой ход, должен проверить все сработки карт реакции монстра. Они у нас вот здесь. Всегда есть набор из 3 карт,
которые будут или не будут разыграны. Они достаточно разнообразны, как по эффектам, так и по сработкам. То есть, допустим, вот эта карта нам в цвет говорит, что, ребят, если вы находитесь прямо перед мордой, будьте добры, вскройте меня и огребите. И вот эта карта нам говорит, что наш добрый Вераксон получает страгл токены по количеству игроков -1 и получает +1 урон до конца этого раунда. Эта карта у нас остается в любом случае в игре до конца этого раунда, но тут есть еще такой маленький нюанс. Мы продолжаем смотреть наши карты. И тут вуаля, у нас есть вот такая морда. Это говорит, что босс немножечко психанул. Поэтому мы ее переворачиваем и начинаем применять ее эффект. Вуаля. И эта карта нам говорит, что будь добр, положи Fire токен прям под наши тушки. Это больно. Дальше начинается веселье, потому что вот здесь есть возможность усилить эту карту, если у нас есть страгл токены. При этом монстр начинает сбрасывать эти токены для нанесения максимального количества урона. То есть если бы в этом секторе у нас стоял один игрок, то он бы сбросил один токен, нанес бы туда урон. А нам карта говорит, что каждый игрок, который находится в передней части монстра, получает урон, если не сбросит зеленую карту с руки. Если их нет, ну, как бы, сори, будет больно. Если было бы вот так, то, соответственно, еще один страгл токен ушел бы, и тогда два игрока должны были бы сбросить, если бы могли. В противном случае получили бы урон себе в тушку. Дальше эта карта спокойно уходит, и у нас внезапно приходят новые карты. И вот здесь нам тоже будет незавидно, потому что те карты, которые у нас здесь появились, имеют цветовые метки. Это значит, что в тот момент, когда игрок будет разыгрывать свои карты, ему нужно будет смотреть, чтобы он, не дай бог, не разыграл красные карты или зеленые карты, потому что эти карты приведут к активации всех вот этих карт. Я это называю просто обычным реактивным геймплеем. Все, что бы мы ни сделали, обязательно приводит к реакции босса, если мы очень невнимательны. И вот самое смешное, что здесь произошло уже достаточно много всего, а я до сих пор не разыграл ни одной карты. И это в целом нормально для этой игры. Бывают ситуации, когда такое не происходит, но бывает и такое. В любом случае, каждый игрок на начало своего раунда должен иметь на руке 5 карт. На этих картах все достаточно просто. У нас есть стоимость разыгрывания карты, у нас есть количество стамины, которую мы получим в тот момент, когда мы сбросим эту карту, у нас есть какой-то эффект, и у нас есть метка агро. Если она серая, то игрок, если не имеет агро-токен, не получает его. Если она будет красной, например, как вот здесь красная метка, дает нам агро-токен. В целом ничего страшного в агро-токене нет. По сути, мы при передвижении, например, вот так, при наличии агро-токена, хотя нет, это же не я. Да, вот он я. При передвижении сюда монстр довернется. В некоторых ситуациях это очень хорошо, особенно для тех, кто любит бить в хвост или, например, в бок. А в некоторых ситуациях это прям необходимо делать, потому что босс может быть невосприимчивым к атакам с той или иной стороны. Потому что если посмотреть на карты фаз, которые у нас есть 4 сектора: перед, зад и фланги. И вот если в первой фазе мы можем его бить с любой стороны, то, например, во второй фазе мы можем его бить либо спереди, либо сзади. Сбоку мы его можем бить сколько угодно, урона это не приносит. В третьей фазе голову не пробить, но все остальные части тела, пожалуйста. И это только этот босс. Другие боссы будут иметь другие восприимчивые к урону зоны или невосприимчивые к урону зоны. И при этом даже в рамках одного босса вот эти карты могут быть разные. Например, если я переверну, то мы увидим... Так, это третья фаза. Ну, в принципе, плюс-минус то же самое. Полностью, только перед и зад. Все, кроме морды. Таких карт есть 4 набора. То есть нулевая сложность, первая, вторая, третья. Нулевая сложность используется для пролога, чтобы игроки могли въехать в эту игру. На самом деле она не то чтобы прям очень сложная. По поводу наших карт и паралича анализа. Тут
очень важно под рукой иметь памятку, потому что на этой памятке будут, в принципе, рассказаны абсолютно все возможные сработки на конкретном персонаже. То есть, если я, например, в первый раз увидел вот эту карту, я понимаю, что эту карту можно сыграть как ассист. Окей, тут какой-то непонятный желтый символ, тут непонятный какая-то стрелочка вообще черная, и она говорит мне: потяни одну карту. Я с радостью доберу карту, а что мне для этого нужно сделать? Вот это вот непонятно. Если мы возьмем памятку, то у нас все становится прям понятно. Что у нас приведет к срабатыванию данного триггера, что у нас приведет к срабатыванию такого триггера и так далее. А с другой стороны, наши эффекты. Берсеркер, ассист, ресайланс и так далее. Что очень приятно. И вот, тут начинается все самое веселое. Мало того, что босс у нас постоянно комбится на наших картах, но наши карты сами по себе тоже комбятся. И как это будет выглядеть? Я, например, хочу разыграть вот такую вот карту, которая стоит всего единицу. Ну, почему бы и не сделать это? Ну, давайте какую-нибудь просто для примера. Сбросим карту со стоимостью как раз в 1 стамину. Эта карта нам говорит, что у нее есть ассист. Ассист нам позволяет играть карты во время хода других игроков. У нее есть ресайланс, который позволяет в целом отреагировать на различное поведение босса. Но у нее есть конкретный эффект. И этот эффект говорит нам, что уменьшите стоимость в стамине для всех красных карт, которые будут играться в этом ходу. Отлично. Нам это более чем подходит. Дальше я хочу разыграть вот эту вот красную карту. И, что важно, я сейчас буду применять именно ее эффект. Красная карта — это карта атаки. И в целом в этой игре есть 4 типа карт. Желтый, зеленый, красный и синий. Давайте найдем синюю. Вот, пожалуйста, мы нашли синюю карту. При этом, несмотря на наличие 4 цветов, они разделены всего на 2 типа. Offensive и Defensive, то есть атакующие и защитные. Красная карта — классическая карта атаки, синяя карта — карта маневра. При разыгрывании синей карты сбрасывается 1 страгл токен, что в принципе очень полезно и имеет какой-то веселый эффект. Желтые и зеленые карты — это увороты и парирование. По сути, позволяет нам передвигаться, уменьшать стоимости, добирать карты и многое другое. Но у них есть другой, более интересный эффект. Вот это вот на всех таких картах. И это позволит нам минимизировать урон от босса. Если что, вот здесь ровно такой же символ. Но об этом чуть позже. Так вот, как только я разыгрываю вот эту карту, он мне говорит: потяни еще одну. Я с радостью потяну еще одну. С одной стороны, моя камбулечка уже начинает приносить свои плоды. Я без всяких разыгрываний карт разыграл карту, потянул еще, у меня увеличился лимит. Все классно. Но я разыграл красную карту, у нас срабатывает вот это, срабатывает вот это. При этом, до того, как я их переверну, если у нас срабатывает несколько карт, я должен им задать очередность срабатывания. На всякий случай. Но нам не принципиально. Мы применяем их эффекты, они уходят у нас в сброс, приходят новые карты. И вот теперь я могу продолжать. Я хочу, например, сделать еще одну камбулечку. Вернее, продолжить ту камбулечку, которая у меня уже есть. При этом, разыграв красную карту, я уже наношу урон, равный урону оружия. Ну, то есть 2 урона я таки нанес нашему боссу. Если что, то количество жизни у нас 2 за игрока. То есть у него есть 8 хп, ну, типа нас тут 4 будет. Пусть. 8 хп, и тогда я на единицу здесь сдвинусь. Толстый, очень толстый дракон, но оно и логично, все-таки не маленький. Так вот, нанес я ему урон, радуюсь жизни, но я хочу пойти дальше. Я разыграю, например, еще одну желтую карту, для этого мне нужно сбросить еще что-нибудь. Какая гадость. И вот вы просто начинаете гореть вот с этого. 2, 1, 2. По-хорошему, чтобы заплатить стоимость единицу, вы хотите сбросить эту карту, но эта карта атакующая. А сбрасывать эти карты вы не хотите просто потому, что вот это позволяет добрать 2. С другой стороны, а что нам мешает впоследствии разыграть еще что-нибудь и продолжить нашу камбулечку? Потому что вот эта прелесть, причем вот текущая карта, она уже работает, потому что у меня есть разыгранная красная карта.
Да? Да. А нет, следующая карта, которая будет разыграна, должна быть красной, и тогда сработает триггер. Вот тут я поторопился на самом деле, потому что вот эту карту мне по-хорошему нужно было сыграть раньше. Давайте, наверное, так и сделаем. Разыграем, доберем себе 2 карты, при этом у нас работает эта карта, мы применим ее эффект. Это может привести к тому, что нам накидают токенов, мы накидаем токенов и так далее. И мы продолжаем наше упражнение. Окей, это у нас отыгралось. Дальше разыгрываем эту карту, там заплатим за нее, например, синий, бог с ним, плевать. Ух ты, нет, не эту хочу. Вот эту. Заплатили за нее. Она нам говорит, что следующая разыгранная красная карта увеличит атаку на 3 умноженное на уровень нашего оружия. К сожалению, у нас первого уровня меч, поэтому всего лишь на 3. Ну, почему бы и нет. Давайте разыграем просто следующую красную карту. Увеличим ее стоимость. То есть вместо 2 мы наносим уже 5 урона, применяем ее эффект и так далее. Вот так выглядит геймплей в этой игре. И это ходит только один игрок. Теперь представьте, что будет, когда вас играет 4. Это будет больно. Но все не так плохо, как может казаться. Кроме шуток, но на этих картах достаточно много различных ассистов, и вы можете останавливать себя просто для того, чтобы не применять, например, эффекты тех или иных карт поведения. Или, например, у вас есть очень хорошая карта, которая отлично поможет вам разыграться в ход другого игрока. Тогда вы просто, главное, чтобы на ней был ассист, и вот это вот все. И тогда вы спокойно пасуете, следующий игрок ходит, наносит урон, вы ему помогаете, либо наоборот спасаете от урона и так далее. В любом случае, когда игрок пасанул, начинается веселье. Наши карты, которые мы вот здесь разыграли, никуда не уходят. По крайней мере пока. Дальше, в зависимости от наличия у нас вот такого жетона угрозы, а этот жетон получает тот игрок, который решил не двигаться в начале игрового раунда, либо по эффектам каких-либо карт, причем карты поведения тоже могут быть завязаны на этот жетон. Но при наличии этого жетона отсюда будут вытаскиваться 2 карты, и из них выбираться более жесткая. Если такого жетона не будет, будет тянуться только одна карта и применяться ее эффект. Эффект очень простой. Мы смотрим количество карт вот с таким символом в разыгранной нами комбинации. Если количество этих символов больше либо равно, мы не получаем урона. Если мы, к сожалению, решили разыграть большое количество атакующих карт и не набрали нужное количество этих символов, мы получаем урон, который у нас указан здесь. В первой фазе этого босса это будет 1 урон, 2 урона и снова 1 урон. Как можно заметить, у нас вот здесь практически закончилась колода. И в тот момент, когда мы не сможем пополнять вот этот ряд карт, мы просто перетасуем колоду и закинем их по новой сюда. Босс при этом получит страгл токен, и здесь-то именуют как эскалация. В случае, если мы разыграли карты все, и, к сожалению, нам необходимо перетасовать нашу колоду, чтобы набрать новые карты, мы должны будем получить урон. Если урона мы хватим столько, сколько у нас указано на нашей экипировке, в данной ситуации это 4 и 5 хп, то есть 9 хп всего, мы будем нокаутированы. Нокаутирование не приводит ни к чему плохому, по крайней мере в первый раз, кроме одного. Во-первых, вы получаете вот такие вот жетоны, которые снижают в 2 раза прочность. Увы и ах, вместо 9 хп у вас будет примерно в 2 раза меньше. Не очень приятно. Во-вторых, вы пропустите игровой ход. Да, механически в игре есть возможность поднять соседа, который свалился, для того, чтобы он не пропускал ход, но в любом случае ему придется сбросить все, что у него есть на руках, набрать по новой. В общем, не самое приятное, что может быть. Но у нас есть наша ульта. На этой ульте есть условия. Нам необходимо, чтобы у нас было разыграно 2 красных карты подряд в нашей комбинации. Тогда мы положим сюда токен. При этом вот эта цифра говорит, какое количество токенов у нас должно быть на этой карте, прежде чем она активируется. То есть, если мы сюда положили 2 токена, мы сбрасываем эти токены, переворачиваем карту и радуемся нашей классной пассивке, которая уменьшает стоимость всех наших красных карт на 1. А там как бы у нас еще вот здесь есть карты, которые еще уменьшают. То есть добраться до нуля
не так уж и сложно. На то мы берсерк, мы все-таки должны вносить урон. А другие персонажи будут заточены на защиту. Ну, например, щитовик наш. Можно даже увидеть его щит. Он будет направлен на хорошие, на прям ассисты, которые позволят вам избегать урона. Или он будет впитывать в себя урон. Это не значит, что он не будет наносить урон. Нет. Он будет это делать, просто не так эффективно, как условно лучница или берсерк. Вся вот эта вот свистопляска с картами будет продолжаться либо до смерти босса, то есть мы 3 фазы проходим, по сути опуская его хп с 10 до 0, либо до конца 10-го раунда. В конце 10-го раунда, если босс все еще жив, мы проиграли. Если мы в какой-то ход были нокаутированы всей командой, мы проиграли. Как можно заметить, какого-то движения на поле нет. Ну, то есть у нас босс крутится так. Мы прыгаем из одного сектора в соседний сектор. В дополнение есть герой, который позволяет прыгать примерно вот так. Такое тоже бывает. Но передвижений здесь не очень много. По сути, мы вальсируем вокруг нашего босса. Для кого-то это может показаться абстрактным. Лично для меня это вполне себе тематично, потому что я достаточно много наиграл и в Monster Hunter, и в Dauntless, и вообще люблю и то, и другое. И вот там постоянное вальсирование под ногами монстра. Что мы здесь и наблюдаем. Да, если вы привыкли маневрировать на большом пространстве, здесь этого вы не найдете, к сожалению. То есть в условном зомбициде у вас есть пространственный элемент, у вас есть пространственный элемент в верных клятве, и он достаточно большой. Но лично меня, например, бесит, когда у вас босс двигается с одного конца карты на другой конец карты, и вы просто как идиоты тратите целый игровой раунд на то, чтобы до него дойти. А дальше он опять прыгнет, и что с этим делать? Здесь этого не будет. Да, возможно, из-за разыгрывания некоторых карт вы не будете наносить урон каждый ход, но у вас будет возможность наносить каждый ход урон и огребать. Но двигаться здесь много не выйдет. Итак, давайте подытожим. Перед нами очень красивая и, да, это вкусовщина, игра. Боевка, в которой исполнена на картах, весь рандом которой в приходе карт в руку. Также есть немного рандома на картах поведения, но их вполне реально запомнить. Можно вспомнить Souls'ы, Monster Hunter, где вы следите за действиями врага. Здесь ровно то же самое. Отсутствие какого-либо движения по сетке может вызывать дискомфорт и ощущение повышенной абстрактности игры, но это вкусовщина. Вот что действительно смущает — размеры. В игре отличные монстры. Ну вот просто если посмотреть, то мы прям ощущаем разницу между нашим персонажем и монстром. Это круто. Но вот нужны ли они? Вопрос открытый. Условно поменять вот этого красавца на стенд, как в верных клятве, и стоимость игры упадет в 2 раза минимум. Просто посмотрите на эту коробку. Она вся будет забита пластиком и воздухом. Правда. Я не скажу, что это прям какой-то минус, но сейчас достаточно модно делать 2 издания. Одно со стендиками, другое с миниатюрами. В этом нет ничего плохого. И вот здесь это было бы очень кстати. Я не раз упоминал верных клятве, и тут встает вопрос, а что же лучше, верные клятве или Primal? Я скажу просто, они разные. Нарративная часть бесспорно в верных клятве лучше, а боевка мне больше нравится в Primal'е. Но это вполне логично, ведь верные клятве по сути сложена из 2 частей игра приключения, где в одной части у вас классическое приключение с горой текста, в другой части у вас босс-баттл. После первой вы спокойно переходите ко второй. Или наоборот, пропускаете первую часть, отвечаете на некоторые вопросы, делаете некоторое количество выборов и переходите ко второй части, где начинается месилово. А вот в случае с Primal'ом здесь упор делается на сессионность. Вы можете в любой момент выбрать любого босса, выбрать ему сложность, составить под него билд, после чего попробуйте его превозмочь. Если идете в компанию, то вы получаете страницу текста. Ну, может, я, конечно, немножко утрирую про страницу текста, но давайте вот посмотрим. Вот наш текст. Дальше нам говорят, что закиньте нашего красавчика в трофеи, потому что мы в рамках пролога его прошли. И продолжайте на следующей странице.
Немножечко текста, ресурсы, которые мы получим. Едем дальше. У нас появляется гербалист. То есть, когда мы двигаемся по кампании, у нас появляются две вещи. Помимо того, что у нас каждый персонаж получает вот такой лист, где будет отмечать свою раскачку в рамках дерева технологий, будет указывать количество материалов, которые у него есть, растений, которые получили, элементы, которые есть и так далее. При этом у нас будет вот такой вот campaign sheet, где мы будем отмечать те главы, которые мы прошли с повышением сложности. Дальше уровень форджей. Как можно заметить, у нас разные форджи, которые привязаны к тем или иным стихиям. У нас разные уровни гербалиста будут, которые позволят нам делать все лучшие и лучшие расходные материалы. И трофеи с боссов, которых мы завалили. Плюс выполненные квесты, ачивки и так далее. Так вот, это наши форджи. То есть гербалист, который нам говорит потрать определенное количество материалов и получи тот или иной бутылек. На втором уровне немножко другие бутыльки. По сути, они просто усиливают эффект предыдущих. На третьем ровно то же самое будет. А вот с кузнями немножечко иначе. В зависимости от того, какого босса мы завалили, у нас появляется доступ до той или иной кузни. А это значит, что мы можем крафтить оружие под наших персонажей и броню. На этом мы расходуем материалы. На следующем уровне ровно то же самое. На третьем ровно то же самое. Соответственно, каждый уровень оружия позволяет нам менять состав своих колод, потому что наполнение колоды зависит в первую очередь вот от этих значений. Здесь указано, какое количество карт какого цвета у нас может быть в колоде. И для каждого уровня они будут разные. При этом мы не привязаны к той или иной стихии, вернее, доступ к кузнице той или иной стихии мы получаем, когда мы завалим босса той или иной стихии. Их здесь достаточно много. Что же у нас происходит в кампании дальше? Конец первой главы. Нам говорят, разблокируйте квест 1, разблокируйте квест 2. Каждый игрок апгрейдит свою колоду. Как это выглядит? Возвращаемся к нашему листу. Видим скилл 3. И вот здесь мы должны поставить, по сути, галочку. Это откроет нам доступ к двум картам, двум картам, двум картам, двум картам, двум картам. В следующий раз, когда нас попросят разблокировать доступ к другим картам, нас ничто не останавливает поставить галочку в другом месте, и у нас будет 4 карты для апгрейда. Либо улучшится, и тогда у нас суммарно будет 5 карт, где 4 карты, которые будут нам заменять или не заменять наши скиллы, то есть это вот эти карты. Второй уровень апгрейда нам всегда дает ульту. То есть вот таких карт еще 5 штук для каждого персонажа. То есть если мы берем берсерка, то это выглядит вот так, со своими эффектами. Это позволяет достаточно неплохо кастомизировать вашего персонажа в ходе кампании. И, к сожалению, вы не получаете этот опыт во время сессионки. Во время сессионки, в зависимости от выбранного уровня сложности, вы получите доступ к апгрейдам. Вам просто скажут, какое количество карт из базовых вы можете заменить. Вроде неплохо, но чего-то не хватает. С другой стороны, у вас есть доступ ко всем ультимативным способностям. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Итак, нам сказали разблокировать квесты. При этом, вот сразу скажу, что здесь упоминаются дополнения. Если вы не планируете их брать, то смиритесь с тем, что в книге компаний будут присутствовать отсылки к тем или иным квестам. Когда вам говорят, что у вас разблокирован квест, вас отправляют вот на такой планшет. И на него вы будете выкладывать как раз-таки карты квестов. Они все пронумерованы, в базе их 30 штук. Соответственно, вам говорят номер, вы берете карту с номером и кладете в соответствующий слот. В дальнейшем вы сами выбираете, какой квест вы идете выполнять. Квесты имеют свойство протухать. И тогда, когда вы не выбрали квест, пошли по другому пути, у вас какой-то другой квест протух, вы его сбрасываете и за это что-то получаете. Это вот как раз здесь в конце книги компании. Ну или не получите. При этом разнообразие в компании есть как раз таки за счет вот этих квестов. И вот тут мы можем вернуться к верным клятве. Как это выглядит там?
Вы получаете квест, двигаетесь в условный город, пытаетесь понять, что происходит. Загадки решаете, события какие-то, которые зависят от союзников, которых вы набрали по пути. И путь, по которому вы идете. Сама история, хоть и имеет какие-то варианты событий, но финал всегда один. Вы деретесь с боссом, привязанным к голове. Мы прошли 10 глав на текущий момент, и опровержения этому факту я не видел. Что мы наблюдаем в Праймале? Абсолютно линейная история без выборов. В зависимости от наличия дополнений у вас будет выбор из квестов. И выбирая квест, вы получаете дополнительную лорную часть, завязанную на локации. Ну, то есть, как это будет? Первую часть я вам уже показывал. А вот когда вы доходите до квеста, в зависимости от номера квеста, вы начинаете листать кампанию. То есть, допустим, это будет первый квест. Все. Находим цифру 1. То есть, до этого у нас были просто вот наши чаптеры. Находим наш квест. Специальные правила. Вводная часть. Какой у нас используется ландшафт. Какой у нас используется босс. Где он будет стоять. Я про ландшафт. Босс всегда у нас стоит в центре. Он не ходит по секторам, он просто поворачивается. И, собственно, в зависимости от того, в какой главе мы находимся, у нас будет завершение либо вариант 1, либо вариант 2. И дальше нам будут говорить, какой у нас квест может открыться еще. После чего нас возвращают обратно в главу. И вот это отличает Primal от верных клятве. То есть в верных клятве у вас ветвится, может ветвиться сюжет внутри приключенческого куска. И дальше он схлопывается в одном месте. Вы получаете доступ к боссу. В случае с Праймалом у вас никогда не меняется. То есть вот тут даже посмотрите. Вот это. Вот. Это наши 11 глав. И вторая часть, которая примерно в 2 раза больше, это наши квесты. И именно вот здесь мы получаем разнообразие. В рамках кампании проходится всего 11 глав, соответственно 11 квестов плюс пролог. И вариантов может быть великое множество. По сути, базовой игры вам хватит на 3 прохождения без каких-либо повторений. Понятное дело, что основная структура повествования у вас не меняется, одно и то же все, но квесты однозначно будут меняться. Ну и в конце вас ждет пробужденный. Он в какой-то степени похож на нашего Вираксона, но примерно в 2,5 раза больше. И он играется на другой стороне поля. Лично мне такой подход нравится больше. И вероятность того, что я перепройду кампанию в Праймале, гораздо выше. Если что, я не призываю, но каждый может сделать выводы сам. Если добавить допы сюда, то количество вариантов просто вот так вот to the moon, без вариантов, у вас будет 49 квестов различных. Да, эти квесты могут повторяться в рамках монстра, но они разные по содержанию, по крайней мере по лорному тексту. Что касается ваншотов, тут все хитрее. Вам не нужна книга кампании, вам не нужны квесты, у вас не будет сбора компонентов, у вас не будет крафта. Вы просто выбираете монстра, определяете сложность, под эту сложность вам говорят, что вы можете сделать со своим персонажем, все. Поведение между уровнями сложности будет меняться. Вот здесь всего 9 карт. На монстров, то есть у Вираксона, допустим, всего 18 карт поведения. И если честно, то разница между ними будет в количестве условных плевков огнем или, не знаю, хвостом больше будет бить. Все. Это именно что увеличение сложности, а не принципиально другое поведение. Вы, в свою очередь, будете получать, как я уже говорил, не раз определенное количество усилений, исходя из уровня сложности. И если вы проходите не в первый раз определенную сложность, вам уже будет проще подбирать под себя какие-то действия, которые вы можете выполнить. И это очень сильно влияет как раз-таки на толщину книги правил. Если что, здесь 120 страниц, а это не хухры-мухры. Но в реальности это один из лучших роллбуков, которые я видел в своей жизни. Здесь все очень структурировано и понятно. Причем в первой партии это будет выглядеть как у меня есть вопрос, и я нахожу ответ на этот вопрос чуть ниже от того места, где я читаю. Книга правил совмещена с прологом. И по сути мы открываем и оп, пролог. Все, вы начинаете играть. Отдельно еще раз я похвалю памятки.
Выбирая персонажа с высокой долей вероятности, вы всегда найдете ответы в ней, без необходимости лезть сюда. При этом это сделано для каждого героя. Ну просто зачем вам запоминать, что такое залп, если у вашего героя нет залпа? Зачем? Это очень сильно упрощает вашу жизнь. Кто-то может сказать, а где минусы? А минусы каждый определяет для себя сам. Часто я встречаю мнение, что в игре очень мало персонажей. Да, в базе их всего 4, но каждый ведет себя по-своему, и разница между ними неплохо так ощущается. Да, это не принципиально разный геймплей, как во второй кромешке, но вы почувствуете разницу между лучником и берсерком. Меня не смущает то, что их 4 плюс 2, 6. Знаете, я как-то привык, заходя в кампанию, выбирать персонажа и играть этим персонажем до конца кампании. В принципе, на 3 прохождения я спокойно в базе могу выбрать 3 разных персонажей. Мы как-то очень сильно привыкли к тому, что нам насыпают гору разных персонажей, но если у вас действительно принципиально разный геймплей, как в условной второй кромешке, это имеет место быть. И то там, например, одного паладина типа 3 или 4, в зависимости от того, какое количество дополнений, кикстартерных эксклюзивов и так далее вы будете иметь. Но геймплей-то от этого не меняется. Ну да, статы немного разные. Зачем это? Когда вы получаете принципиально разный геймплей, вам хватает и 4 персонажей. Окей, в дополнении еще 2 персонажа, которые ведут себя совершенно иначе. Там девчонка с пушкой-хлопушкой, с барабаном, в зависимости от того, как она тратит патроны, будет разный урон. И там сестра Илидана. Пожалуй, вот только ради сестры Илидана я готов был брать дополнение как раз-таки с персонажами. Плюс небольшая компания, ну там хватает на самом деле новых плюшечек. И вот как раз форжи, которые я показывал, эти форжи ровно в этом дополнении, потому что вы можете использовать любых персонажей в базовой игре. Просто нужно заменить форжи, чтобы у вас был доступ к новому оружию. Вот и все. Я не скажу, что в Праймале очень глубокая ролевая составляющая и какое-то там шикарное билдостроение. Все апгрейды я показал. Ну, то есть 2 апгрейда — это 5 карт. Вам в ходе кампании говорят: откройте, откройте, откройте. Все, добавили, поменяли. На этом все. То есть ничего прям сверхъестественного в этом нет. Но персонаж все равно будет ощущаться немножечко иначе. Использовать или не использовать карты, которые вы открываете, решаете только сами. Все зависит от вашего плейстайла. Вот не надо думать о том, что карты, которые вы открываете, в 100 раз лучше, чем те карты, которые вам дают на старте. Нет. Да, они позволяют более гибко делать определенные вещи, в отличие от тех карт, которые здесь есть. Но не более того. Опять же, это не верной клятве, где к 10 главе мне дали 5 карт, и я их не использую. Ну хорошо, я заменил одну карту, и на протяжении всего времени, что мы играем, я не меняю свою колоду, с которой я хожу на боссов. Вот вам и развитие в Oathworm. Здесь с этим более гибко можно поступать. Вот чего здесь не отнять? Эд фидлинга. Его здесь действительно много, и вы это могли наблюдать даже в рамках обзора, когда я просто решил показать камбулечку. Сработала чертова гора карт, и это мы еще токены особо не накидывали, потому что есть токены состояния. То есть, например, у меня вот так вот карты будут раскиданы, я хоп и закрыл. Все, эта карта больше не будет работать. Положи жетон огня, убери жетон огня, закинь вот условный дейзет, получи жетон со стаминой, получи урон, получи нокаут, маркер угрозы и так далее. Вот этого всего здесь огромное количество. За всем этим не так просто следить. И очень часто вы будете ловить себя на мысли, что что-то забыли. Это нормально для первых партий. Дальше вы либо привыкнете, либо нет. Те, кто не готов к подобному, рекомендую пропустить игру. Для вас это будет страдание. С другой стороны, если вам нравится Евро, где очень много камбушечек, то Primal зайдет на ура. Здесь крайне евровый геймплей, где вы часто будете менять шило на мыло и следить за срабатыванием триггеров. Эта же евровость процесса делает ее ближе к условному концу вечности, чем к верным клятве, АТО или КДМ. И эта же евровость делает Primal очень абстрактным. Об этом мы не раз говорили на точке G. Правда, делает ли этот факт игру хуже? Я не думаю.
период активной кампании по предзаказу на игру немаловажный вопрос дополнений. У меня этот вопрос не стоит, у меня полный комплект игры с Кикстартера, и меня это более чем устраивает. И если хочется дешево и сердито, то я бы советовал брать 2 новых героев. Они неплохо смогут разнообразить игру, плюс кампания. На 3 квеста она там реально короткая, но это можно перепроходить. При этом монстров и в базовой коробке хватает. Но если хочется прям вот сердито, то, пожалуй, есть смысл взять Nightmare, где будет 4 новых монстра. При этом я не считаю, что те дополнения с монстрами, которые есть, вырезаны из базовой игры. Вот набор протекторов с отдельной коробкой я считаю must-have для тех, кто решил взять игровой комплект, так как вы лишаете себя вопроса хранения карт в протекторах и получаете разделители для колод. Останется лишь вопрос хранения коробки. Если что, то вот базовая игра как бы не самая маленькая, а коробка с протекторами это вот так. Можете сравнить. И если что, она полностью забита картами. И вот здесь все прям красиво. Разделители, которые нам говорят, какой герой. Все карты под этого героя. Какой монстр. Все карты под этого монстра. Карты поведения, карты стадий и так далее. Броня, шлем, оружие, квесты, плюс различные пойшены и получаемые предметы. Это великолепно, честно. На самом деле, я пока натягивал протекторы, которые шли в комплекте с игрой, ни раз и ни два ловил себя на мысли, что в целом мне хватает вот этой коробки для того, чтобы играть. Мне вот это нафиг не нужно, потому что у меня все необходимое здесь. Остается просто взять небольшую коробку из дополнения, любого, вытащить оттуда все, закинуть туда токены, закинуть туда листы персонажей, листы монстров, взять плеймат, закинуть плеймат сюда, все. Больше мне ничего не нужно. Ну, хорошо, можно взять одну миниатюру босса, это ни на что не влияет, и радоваться жизни. Тут важно понимать простую вещь. Шашечки или ехать? Несомненно, таскать вот эту коробку можно. Можно таскать коробки со всеми монстрами, но это неудобно. Эта коробка не самая маленькая, эта коробка не самая легкая. Но этого будет достаточно, чтобы играть хоть кампанию, хоть ваншоты, что угодно. А вот террейном я разочаровался. На самом деле, вот вам пример террейна. Да, он классный, он красивый, все прикольно. Но а где песок? Или вода? Или огонь? Да, это не террейны, но как бы эффекты, которые так или иначе у нас привязаны к битве с боссом. Когда у тебя здесь вагон пластика, тебе начинают накидывать вот условно вот такой вот жетон, такой не то. И вот тут у меня как бы вопрос к террейну. В остальном, ну, есть он и есть, нет его и нет. Про него очень часто в игре забываем. Из неигровых дополнений у нас, по сути, есть артбук и плеймат. Они максимально опциональны. Вот здесь вы можете наблюдать плеймат. В принципе, если использовать для транспортировки только вот эту коробку, вот этот плеймат очень подойдет. Потому что он тоненький, сюда закинули, радуемся жизни. Разложенное поле, закинутое сюда, тоже сойдет. Остается решить с артбуком. И вот тут, как бы, с одной стороны, любителям красить артбук может пригодиться, но все необходимые референсы есть в книге правил. А больше он ничего и не даст. Ну что ж, давайте подводить итоги. Primal Пробуждение — это кооперативный босс-баттлер, в котором достаточно высокая степень абстракции и евровость, что может вызвать приступ жажды у америтрэшеров. А если без шуток, то это отличная игра, где элемент случайности достаточно низок, и вы можете очень хорошо управлять этой случайностью. У игры отличное оформление, отличные памятки и правила. Очень высокая реиграбельность как в режиме кампании, так и в режиме экспедиции. Она очень мягко вводит в процесс, но при этом может и наказать. Разнообразие монстров очень хорошее. Каждому необходимо будет подбирать ключик, но сделать это несложно. Есть хорошие подсказки в виде карты целей и карты опасности. Разнообразие героев кому-то может показаться небольшим, но местные персонажи
достаточно неплохо друг от друга отличаются, и их достаточно, особенно с дополнением. К сожалению, в игре большое количество фидлинга и нюансов, за которыми необходимо постоянно следить. Но при этом время партии может быть не очень высоким. В зависимости от количества игроков и их склонности к даунтайму можно уложиться в 2 часа. На опыте партия не займет больше 1,5 часов, если это не пробужденный. Там просто 5 фаз. Подготовка к игре будет очень быстрой. Вы просто берете, выдергиваете персонажа, выдергиваете босса, все. Но это если у вас есть такая коробка. Без нее будет тяжко. В игре отлично реализовано поведение монстров, без выделения отдельной фазы, в которую они будут делать действия. Все сводится к реакции на действия игроков. Кооператив в игре тоже не для галочки. Своими действиями вы действительно можете неплохо помогать сопартийцам. Лечить их, блокировать урон, давать им новые карты и многое другое. Явно выраженных нерабочих механизмов в игре не замечено, как и усложнение ради усложнения. В режиме экспедиции достаточно гибко настраивается сложность, есть готовые пресеты для героев, но если хотите, можете и сами. В кампании сложность аналогично растет, позволяя успеть и развить героя, и не почувствовать проседания сложности. Несмотря на большое количество миниатюр, игра крайне абстрактная, в том числе из-за слабо выделенного пространственного элемента и карточной боевки. Игре явно не хватает более бюджетного издания, с этим, к сожалению, ничего не поделать, но все это вкусовщина. Остается только один открытый вопрос, ответа на который у меня нет. Будут ли Crowd Games участвовать в Primal Challenge и переводить эти сценарии? На текущий момент уже готово 5 сценариев, которые без проблем качаются с сайта Reggie Games и дают прям хороший челлендж. То есть, если вам мало той сложности, которая здесь есть, можете зайти туда, и там будет весело. До конца года они еще 2 планируют, и тут оригинальный издатель красавчик. Выпустили игру, не забывают и выпускают небольшие дополнения, которые можно спокойно скачать и играть тем, что у вас уже есть. Присоединиться ли к этой инициативе Crowd Games? Вопрос. Если знаете на него ответ, дайте знать. И это все на сегодня. С вами был Саша. Вы смотрели Geek Media. Всем пока.